Ах да, я же еще завершила свою 3D-модель первую. Вот. И хотела показать полностью от нуля по урокам, как я шла до итоговой работы. Вот. И это получается самое начало кареты. Платформа, и на ней получается базовые брусья, по которым выстраивается карета. Потом вот это у нас уже появились стены, окна, сундук. Вот. Дальше пробили, как это называется, косяк, дверной косяк. Пробили, в общем, дверь в этом всем. Установили дверь. Такая дверь. Потом уже установили сиденье впереди, на котором сидит кучер, да, это называется, который лошадьми управляет. И второй этаж, получается, начали делать. Потом вот у нас появилась крыша второго этажа. И козырьки для окон. Так, ну что-то вот я нажала. Так, вот, уже появились сами окна. Появилась ограда на балконе. Светильник. Так. И здесь у нас появилась дверь. Тоже дверь, окна. Блин, с новой мышкой. Новую мышку купила, еще не научила управляться ею. Вот. Вот такая карета уже почти завершенная. Условно почти. Потом вот уже доделала полностью карету. Сделала ей колеса. Как это называется? Штука. Не помню. Ладно. Ну, в общем, колеса, прихожие. Вот следующее, это уже сделала подиум, на котором все будет стоять, вся картинка. Потом по композиции тут должны были отвалиться колеса. Вот, одно колесо должно было отвалиться, но у меня отвалилось два. И я этого не заметила. Я заметила это уже только в самом конце, когда раскрашивала. Заметила, что у меня нет колеса, и, в общем, создавала новое колесо. Вот. Ну ничего, разобралась сама, без всяких подсказок. Так, тут у нас уже появляется сова. По курсу она у нас вот такая вот. Не особо детализированная, но она мне все казалась какой-то недоприземленной, недоделанной. И я решила, ну, все долго на нее смотрела, думаю, что же ей не хватает. Я решила, что ей не хватает все-таки лапок, каких-нибудь тоже таких же плюшевых условных, вот, чтобы как-то ее посадить, приземлить действительно, вот. И как-то с лапками она мне стала смотреться гораздо более живой, как это назвать. Ну, в общем, гораздо более мультяшная, гораздо более классная стала. Далее, вот у меня появилась, как это, ну, в общем, все, что во дворе. Трусы на веревке, самая подвеска, огонь с бревнами. Так, вот здесь у меня уже появилась система частиц из травы, мои травы. Вот. Ну, траву, там расположение травы я еще тоже 20 раз меняла, соответственно. Так, здесь что у нас? Вот здесь у нас добавились камни, забор,
почтовый ящик. Вот. И там каждый уже урок ты такая, еще детали, такая, да когда мы уже будем раскрашивать, сколько еще деталей. Здесь мы уже установили камеру, вот то, как по итогу будет у нас смотреться картинка итоговая, вот с этой стороны показана. Потом это у нас лес, ну то есть я расположила тоже систему частиц с лесом. И по задумке у нас лес должен был быть только за пределом этого, за каретой, за забором. Но я все-таки подумала, что как-то у нас перевес идет на одну сторону, и чтобы уравновесить композицию, я все-таки решила добавить здесь и еще немножечко деревьев, чтобы чуть-чуть уравновесить композицию. Вот, чтобы как-то ровнее это все стало и более... Так, здесь система частицы камней для черепицы у нас появилась. И вот расположение камней, которые я тоже еще 20 раз меняла после этого. И здесь у нас вот почти итоговая. Вот после этого я почти ничего не меняла, но тоже там как бы камни немного переставлялись, все чуть-чуть да переставлялось. Вот. Но это вот почти завершение перед смуфом, это округление там всяких углов, смягчения и перед покраской. Здесь я наконец-таки заметила, что у меня нет 4-го колеса, и вот создала это 4-е колесо. Вернула его в освоясь. Ой, надеюсь, было видно. Ну, в общем, вот 4-е колесо я создала. Это уже прям перед самым этапом покраски и все такое. Вот появились у нас первые краски. Покрасилась карета почти вся. С цветом дерева определились, красным и желтым. Покрасили траву и землю. Ой, она не такая кислотная, как на камере. Вот. Траву, землю, книги, свечение окон. Вот. И по задумке у нас это все как бы ночью. О, сова разукрашенная. Такая милаха стала, вообще просто красотка. Да. А здесь уже вот и деревья. Деревья покрасились, ну почти все покрашено. Не почти все покрашено, да? Да, вот и забор покрашен в такой светлый какой-то цвет, почему-то решено было покрасить его. По задумке, но я тоже решила, что да, темнить его в принципе не надо, и добавлять еще какой-то сюда цвет будет перегрузкой. Можно было его покрасить вот в этот цвет дерева, но тоже бы он как бы сливался, и не очень приятно было. Не очень приятно бы это все смотрелось. Ну, в общем, вот у нас получилась итоговая работа, которой у нас, в принципе, все отработано. Все уже завершено, можно выводить картинку в разном как-то движке. Вот. Через игровой движок или не через игровой. Вот это я показываю более четкую, более такую красочную. Ну, здесь еще шум показан. На рендере этого шума не будет так много. Вот. В общем, итоговая картинка. Вот еще, да, вот. Перед этим всем, вот. Получается, следующим после покраски. Вот моя картинка, да. Уже все покрашено, все подготовлено. И уже вот выставлен свет. Здесь получается 3 источника света. Один большой, размывающий плоскости, и еще 2 подсветки.
Вот, кстати, она видна здесь. Больше из-за света. Выставим, в общем, свет. Потом со светом я тоже так достаточно долго мучилась, что у меня все более-менее нормально выходило. Потому что что-то не очень получалось. Все как-то я придиралась. И потом у меня еще были проблемы. Вот здесь ночную дымку еще решили сделать. Такой большой куб, который создавал дымку. Вот. И у меня долго не хотелось, случилась такая проблема, что у меня на рендере не было вот этой вот земли. И у меня получался рендер без теней. Вот эти тени, они уходили в бесконечность, и все как бы парило. Парил огонь, парили камни, вся брусчатка парила. Вот, я все не могла разобраться, и там надо было какую-то галочку поставить где-то, чтобы на рендере земля отображалась. Это, конечно, был гемор. Я где-то 2 суток разбиралась с этим, но ничего, разобралась, так скажем. Так, тут тоже особо ничего интересного. В общем, итоговый рендер вот такой. Сейчас я еще покажу в Иви. Вот эти все связи разрушатся, конечно. Также, если вы хотите, чтобы я, допустим, что-то начала освещать про 3D-моделирование на своем канале, вон связи все разрушились сразу. Потому что они не работают в этом движке. Если вы хотите, чтобы я более подробно что-то освещала на канале, начала разъяснять про 3D, то пишите, может быть, я начну вести такую рубрику. Вот. И вот так оно выглядит через Иви. Сейчас покажу итоговые сохранения. То есть, как я и говорила, все здесь гораздо более четко проработано, нежели с тем шумом, который был в самой программе. Вот. Хотя я, наверное, вставлю просто картинку, да, чтобы в Иви. Вот. И здесь вот эта дымка в Иви, она как раз таки более так проявлена, ее лучше видно. Такое какая-то реальная ночь. Вот из-за дымки лучше виден вот этот цвет из окна, который вот так рассеивание прям. А там же этого нет, конечно. Вот она такая просто более четкая, более такая. В общем, вот это более мультяшный и действительно рендер. Движок Иви более такой мультяшный, сказочный, загадочный, как это назвать. Вот. Такие дела. Я, конечно, только учусь. Но мы можем учиться вместе, я не против рассказывать и делиться знаниями. И то есть... И это первое видео, вот у меня вот такая тетрадка большая ушла. Ой, первое видео, первая картинка. Такая большая тетрадка ушла на изучение теории. Вот. Конечно, это же первое видео. Там как бы все досконально изучаешь. Вот. И у меня ушло 35 часов на то, чтобы это все изучить. Это теории. И 55 часов практики, то есть работы именно в самой программе в блендере. Вот такие дела. Сейчас я уже начала второе. Делать. Там картинка по сложности примерно такая же, но там добавляется анимация. Вот. Я уже вызывала такую тетрадочку, то есть в 2 раза меньше, чем там. И здесь вот я только начала, конечно.
Для меня теории, конечно, гораздо меньше. Вот. Потому что все в той тетрадке, оно все повторяется, и как бы что-то, чего-то нового уже гораздо меньше. И, в принципе, я правильно сделала, что взяла маленькую тетрадочку. Вот. Ну, там по анимации, наверное, может быть, много придется записывать чего-то. А так, очень, конечно, классно. Мне нравится 3D. Но еще больше мне нравится система 3D. Ну и опять же, вот 55 часов практики, то есть это не так, что ты сел там и несколько дней по там 8 часов вот занимался тут практикой. Если бы я так занималась, то КПД был бы гораздо меньше, и, естественно, это заняло бы гораздо больше времени. Я занималась, ну, самое большое, чтобы не быть голословной. Потому что в среднем мне, как помнится, самое большое 3 часа. Ну нет, вот самый большой был у меня 6 часов. День, в который я занималась 6 часов, это 3 часа до обеда, 3 часа после обеда, скорее всего, так, потому что в среднем я занималась по 2,5 и 3 часа. Вот. Это вот максимальное время, которое можно с хорошим таким КПД заниматься. А остальное уже будет с не очень хорошим КПД, и время бы растягивалось очень сильно.